Всем привет! Сегодня я приготовлю вам вот такой вот смачный кусок мяса. Это у меня свинина, здесь ровно 1 килограмм. Это у меня шейка, поэтому здесь костей нету. И теперь разрезаю я толщиной сантиметра по 1,5, по 2. И разрезаю не до конца, то есть делаю это мясо как книжку, как гармошку. Разрезал я этот кусок мяса, и теперь внутрь я буду вставлять чернослив. Но чернослив необходимо разрезать пополам. Немножко делаю надрез и вот так вот раскрываю руками. И вкладываю вот в эти вот разрезы. Благодаря тому, что мы разрезали чернослив, чернослив лучше отдаст свой аромат и вкус мясу. Чернослив я положу во все разрезы. Мясо я подготовил, и теперь давайте приготовим к этому мясу очень вкусный кисло-сладкий соус. Здесь у меня горчица зернами, как видите, 100 грамм. Добавляю я 1 чайную ложку вот так вот сверху прям. На 1 килограмм мяса у нас уходит как раз вот такая вот чайная ложка соли. И добавляю сюда 200 грамм сливового соуса. Сливовый соус я закрывал сам летом. Получается очень вкусно. Готовил не раз уже мясо вот точно с таким же соусом. Получается великолепный вкус. Добавил я 10 грамм смесь перцев. И теперь хорошенько размешиваем соус. Так как этот соус очень вкусный и в нем есть специи, поэтому специи другие добавлять я не буду. Также для этого рецепта я буду использовать лук. Я очень люблю сочетание мяса и лука. Лука я в этом рецепте буду использовать 500 грамм. И нарезаю я его полукольцами. Мясо я подготовил, лук я нарезал. Вот как видите, везде я добавил чернослив. И теперь заливаем это мясо нашим приготовленным вкусным соусом. И теперь нам осталось все это хорошенько перемешать прям тщательно, чтобы соус у нас везде был и снизу, и сверху, и с боков. И потом накрываем это мясо с луком пищевой пленкой и убираем на ночь в прохладное место мариноваться. Прошла у меня ночь. Для приготовления этого мяса я буду использовать утятницу. И теперь, как видите, у меня еще есть здесь место, поэтому я решил добавить сюда картофель. Картофель я быстренько почистил, нарезал кольцами толщиной по 1 сантиметру, чуть меньше. И выложил в емкость, потом добавил 1 чайную ложку адыгейской соли, немножко поперчил, все перемешал и выложил сюда в утятницу. Почему бы и нет приготовить сразу мясо с гарниром. Накрываем утятницу и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов. И будем готовить. По времени вам потом скажу, сколько у меня вышло. Прошел у меня ровно 1 час, и давайте проверим на готовность картошку. Протыкаем ножом, если нож входит мягко, значит картофель готов. Теперь я уберу картофель и лук и проверим на готовность мяса. Точно таким же способом протыкаем мясо ножом. Если нет кровяного сока, значит мясо у нас готово. И теперь можно, в принципе, вот в таком виде его оставить и подавать на стол. Но я хочу еще немножко запечь его. На противень я постелил пергаментную бумагу, выложил сюда мясо. Духовку я не выключал. И при температуре 250 градусов будем запекать его 15-20 минут. Прошло мне 15 минут, посмотрите, какой цвет приобрело мясо. И теперь я уже в таком виде его буду подавать на стол. Теперь давайте займемся формировкой нашего блюда. На дно я выкладываю лук. Лук, кстати, получается очень сочный и вкусный. Теперь сверху я выкладываю картофель. И теперь нам осталось сюда добавить, конечно же, наше вкусное мясо. Добавляем сюда 1 кусочек. И можно подавать на стол гостям. Поверьте, гости останутся в восторге от такого приготовления блюда. Готовьте на здоровье. Приятного всем аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.